Розация – это уже диагноз, который устанавливается на основе определенных клинических данных. Может ли помочь плазмотерапия на данном этапе? Да, может. Уважаемые зрители канала Аплазма, приветствую вас. Я Иванищев Владимир, тренер компании Аплазма, врач-дерматолог высшей категории, трихолог, научный сотрудник Института геронтологии имени Чеботарева. Один из вопросов, тоже часто задаваемых, достаточно дискутабельный, спорный. Розация, купероз, возможности плазмотерапии. Каким образом мы можем помочь, что можем сделать в данной ситуации. Немножечко давайте коснемся теоретических аспектов и моментов. Да? Купероз – это стойкое расширение поверхностных кровеносных капилляров, которые мы в общем-то можем визуально видеть ad oculos или непосредственно под каким-то увеличительным стеклом. Если это один или два, это будет состояние купероза кожи. А розация – это уже диагноз, который устанавливается на основе определенных клинических данных. Так вот, купероз – это один из симптомов, которые проявляются при розации. И имея множество куперозов, да, или множество расширенных капиллярных сосудов, мы можем ставить диагноз розация, непосредственно, конечно же, учитывая жалобы пациента, возраст и так далее, клиническая картина. А розация в своем развитии имеет несколько стадий. То есть первое начинается всегда с так называемой приходящей эритемы, когда под действием различных неблагоприятных факторов, это могут быть климатические, это могут быть эмоциональные, это могут быть гормональные аспекты, краснеет кожа лица в результате того, что усиливается кровенаполнение, расширяется капиллярная сетка, и мы видим такую преходящая эритема. При прекращении действия этиологического фактора она, как правило, уходит. Это первый такой вот уже звоночек и первая стадия. Может ли помочь плазмотерапия на данном этапе? Да, может. Мы можем непосредственно использовать ее, вводя именно форму PRP-терапию. Немножечко глубже, то есть это субдермальный уровень введения, для того, чтобы создать дополнительные коллатерали. Благодаря факторам роста, сосудистым эндотелиальному фактору роста, будет образовано дополнительное количество сосудистых коллатералей. Таким образом мы разгружаем основной какой-то заблокированный путь кровотока, и через коллатерали уходит, таким образом уходит кровь, снимая непосредственно нагрузку на поверхностную капиллярную сеть. Если же сосудистая эритема уже не уходит, образуется стойкая эритема, это так называемая сосудистая форма розации, она сохраняется уже длительный период, и вне зависимости от действия факторов мы видим стойко расширенную эритему непосредственно на коже лица у пациента. Исходя из собственного практического опыта, вот в буквальном смысле у меня на данном этапе проходит лечение пациентка, и мы добились у нее очень хороших результатов. В виде уменьшения жалоб у нее были субъективные ощущения микроорганизмов, и я полагаю, что таким образом также будет улучшаться клиническая картина у пациенток при данной форме плазмы. Количество курсов всегда будет индивидуально, нельзя сказать, что у этой пациентки или у этой пациентки 5 курсов, и у обеих по 5, у всех будет индивидуально. Это будет обусловлено их особенностями, и непосредственно нам нужно как-то увидеть будет клинический результат. Коллеги, если вы хотите узнать подробнее о методике плазмотерапии, которую вы будете использовать в своей практике, пишите нам в комментариях вопросы, которые вам интересны, и темы, которые актуальны непосредственно для вас в вашей непосредственной деятельности. Коллеги, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за активность, благодарим, что вы с нами.